Всем зрителям моего канала огромнейший привет! Не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Сегодня новый урок. Поехали! Итак, продолжаем безобразничать на моих руках. Собственно говоря, если кто-то следит за новостями моего канала, у нас между этим пальцем большим и мизинцем прошел прямой эфир на тему лепки свистка. Этот свисток мы разыгрывали за покупки в магазине. Если вдруг кто-то не видел этот прямой эфир, посмотрите, было очень интересно. Так вот, мы там на свистке лепили объемную девочку гелем пластилин, и я решила, что такая девочка мне на пальчике тоже жизненно необходима. Поэтому на безымянном пальчике мы будем заниматься лепкой. В качестве нейтрального фона под девочку-снегурочку я решила сделать белый цвет. Мне кажется, что именно на белом цвете Снегурочка будет смотреться максимально интересно. Ну и, собственно говоря, белые ногти зимой тоже довольно-таки празднично выглядят. Собственно говоря, под лепку нам необходимо покрыть пальчик, сразу же перекрыть его финишным покрытием, потому что лепить мы будем уже полностью на готовый ноготь. Ну и, собственно говоря, непосредственно лепка. Что нужно для лепки? Для лепки нужен хороший материал, который хорошо держит форму, никуда не убегает, не растекается, не расплывается. А еще для лепки нужно хорошее настроение, потому что если у вас будет плохое настроение при лепке каких-либо персонажей, то персонажи получатся не очень симпатичные со злым выражением лица. Поэтому в первую очередь бежевым пластилином мы разминаем будущее лицо нашей куколки. Далее переходим к изготовлению платьичка. Сначала делаем корсет и потом подгоняем юбочку. Все это стараемся сделать максимально тоненько, потому что еще будут у нас дополнительно объемные элементы. Ну и, собственно говоря, у нас же ноготь, это должно быть носибельно. Стараемся немножечко подвесить юбочку на воздух, чтобы она торчала, чтобы складочки у нас были объемные, фактурные, но при этом, чтобы все складочки лежали на поверхности. Если наши складки ткани будут прям висеть в воздухе, то велика вероятность того, что они могут обломиться. Поэтому в этом месте максимально внимательно. И еще один нюанс, который очень важен в лепке, это ее облизанность. Поэтому мы раскладываем пластилин, нарезаем, а потом берем кисточку и облизываем каждую складочку. Кстати, если вы давно хотите научиться лепить гелем пластилин, у вас есть такая возможность, у меня есть онлайн-курс по лепке. Девчонки показывают потрясающие результаты, очень хорошо у всех получаются, все схватывают. Еще не было ни одного человека, который бы этот курс не сдал. Поэтому, если у вас есть желание, заходите, ссылочку оставлю в описании. И, кстати, до Нового года, до 1 числа на курсы будет действовать скидочка 30% на все онлайн-курсы. Итак,
Итак, мы с вами слепили платьечко, слепили заготовку для шапочки, начинаем лепить волосы. Вот здесь я сделала небольшую ошибку. Вместо голубого цвета заготовки для шапочки нужно было взять желтый цвет, потому что логично, что там все-таки есть волосы. Шапка надета поверх волос, а не волосы поверх шапки. Поэтому с одной стороны, вот этой какая у нас сторона? Правая сторона волос я сейчас слеплю, а вот с левой стороны у меня шапочка слегка прорезалась, и у меня видно ее сквозь волосы. То есть получается такое вот слегка непонятное ощущение, что же там под волосами еще такое есть. Поэтому, если вы захотите лепить себе такого вот персонажа на руке, то вместо голубого цвета возьмите здесь желтый, да, просто желтую лепешечку пластилина, которая сымитирует вам волосяной покров вашей куклы. После того, как мы выразили все свои способности в качестве парикмахеров, долепливаем таки шапочку. Лепим еще один слой голубого пластилина и нарезаем в нем вязаный узор. Далее добавляем меховые изделия по контуру шапочки и в бубончик. Берем белый пластилин и разрываем его пинцетиком. Очень легко имитируется мех. Кстати, по поводу носки. Я уже хожу с этим персонажем около недели. Думала, что вот эта вот меховушка будет больше всего пачкаться и будет прям бесить от того, что она будет забиваться грязью. На самом деле нет. Она, конечно же, пачкается, как в принципе вся лепка, но не настолько критично, как я была к этому готова. То есть носится этот персонаж замечательно, абсолютно не мешает, ни за что не цепляет, нигде совершенно не чувствуется. Я думала, что если мне будет с ним ходить некомфортно, я его, как обычно, сгрызу где-нибудь посередине коррекции, но нет, пока такого желания у меня не возникало. Далее дополняем нашу девочку мелкими деталями, ручками, ножками, глазками. И нам останется немножечко все это дело разукрасить. Итак, слепили полностью всего персонажа, сделали ей глазки и добавляем немножечко теневых моментов. Берем, смешиваем гель-лак с финишем с матовым,
до полупрозрачного состояния. Именно этим матовым замесом заливаем нашу девочку. У нас получается, что вся смесь опускается в глубокие ямки и затеняют нашу фигурку. Короче, если кому-то интересно, поскольку ролик уже и так очень сильно затянутый, если будет интересен момент с разукрашиванием лепки, пишите запросы в комментариях. Если запросов будет много, я пойму, что вам это нужно, и сделаю отдельный мастер-класс на эту тему. Итак, вот такая вот девчушка у нас с вами получилась. Безумно веселая, очень красивая, интересная. И меня она вдохновляет, мне она нравится, мне с ней на руках ходить более чем комфортно. Надеюсь, понравилось и вам. Не забудьте подписаться на канал, впереди еще много интересных роликов. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!